Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Хоть раз в жизни вы, наверное, слышали истории или смотрели фильмы об одержимых куклах. Сегодня мы посмотрим страшные видео с куклами и призраками, которые управляют ими. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Отель. Наше первое видео снято парой, которая забронировала себе одну ночь в отеле, который прославился тем, что здесь якобы живут призраки. Мужчина просто осматривает номер и показывает, что здесь на первый взгляд нет ничего необычного, кроме того, что они слышали вибрирующий шум. Также они четко слышали звук, как какой-то предмет упал, и находиться здесь им было уже не совсем комфортно. Несмотря на странные происшествия, они решают на ночь остаться в этом отеле и поставить камеру видеонаблюдения. Утром, проверив то, что засняла камера, они поняли, что были в номере не одни. Посмотрим, что запечатлела камера. Журнал просто слетает со стола, казалось бы, сам по себе. А дальше, словно одержимая невидимой силой, кукла обращает свой взор прямо в камеру. А как вы думаете, действительно ли что-то могло вселиться в эту куклу? Или это просто розыгрыш? Призрак в квартире. Следующее видео найдено в ТикТок у автора, который появлялся в моем прошлом видео про куклы с привидениями. Он рассказал, что с момента появления этих кукол в его доме можно было наблюдать активность полтергейста, а необъяснимые явления не прекращались. Давайте посмотрим вместе. Одна из кукол начинает двигать рукой, будто она является вовсе не просто куклой, что естественно пугает автора видео. Hello? Do you need help? What the f... What the f... Hello? На следующий день он заснял, как мяч катится прямо к нему, как будто кто-то просит поиграть с ним. Can you play the low key? Oh, See, this is where I draw the line, man, and y'all want me to be brave. В еще одном моменте, когда он снимает детские игрушки, то слышит шепот и видит их шевеление. Его последняя запись напугала зрителей еще больше.
Как считает автор, он увидел призрака в своей же квартире, когда вышел на улицу. Мужчина убежден в том, что некое существо постоянно проявляет себя. Это были и шаги, и открывающиеся двери, и передвигающиеся предметы, и просьбы о помощи. Зачем призрак пытается связаться с нами? И почему с момента появления кукол в доме начало происходить что-то странное? Похоже, что мы этого никогда не узнаем. Ребята с канала Судари вновь удивляют. На этот раз они посетят две старинных усадьбы, в которых когда-то при трагических обстоятельствах погибли люди, и с тех пор местные жители наблюдают в этих местах призраков. То, что в итоге получилось снять у ребят, вполне себе может посоревноваться с яркими голливудскими блокбастерами. Лёх, поднимайся сюда. Ой, блин, елки-палки. Там оттуда какие-то звуки доносятся. Местные, будем называть их местные, стали видеть вокруг усадьбы силуэт девушки в юбке. Это кто там был? Мы сейчас должны установить фотоловушки, диктофоны. Ты же сам только что втирал, что так нельзя делать. Нельзя было делать. Если энергия этой усадьбы меня слышит, можно какими-нибудь действиями там просто подвигай камеру. Ты видел? Оно что-то как будто перемещается. А что тут? Под нами что-то? Наверное, это и называется контент в нашей нише. Старая кукла. Следующее видео опубликовано достаточно давно. Мужчина по имени Пол Хейвард до сих пор не может объяснить, что на нем произошло. По словам автора, он любит коллекционировать антиквариат, и с годами он заметил, что некоторые предметы могут удерживать и передавать паранормальную энергию. В частности, один из предметов, от которого у него всегда мурашки по коже, это маленькая кукла, сделанная в 70-х годах. После нескольких случаев, когда он находил ее в другом положении, он решил установить камеру видеонаблюдения на ночь. Мы видим, как клей-карандаш, который стоит на подлокотнике кресла возле куклы, внезапно падает. Через несколько мгновений рука куклы начинает шевелиться, и как раз в тот момент, когда казалось, что паранормальная деятельность прекратилась, голова куклы внезапно повернулась вперед. Шевеления этой куклы видны невооруженным взглядом. Но правда ли то, что ей действительно что-то управляет? А может быть, это простая постановка? Решать только вам. Кукла. Шут. Следующее видео снято одним тиктокером по имени Джейкоб, который унаследовал дом своей бабушки, в котором теперь живет. Во время уборки вещей своей бабушки он находит старинную антикварную куклу Шута и решает оставить ее себе. Он решил, что она должна находиться вместе с ним в его спальне, поэтому оставил ее на комоде. Но это была плохая идея. Однажды ночью Джейкоб проснулся от звуков в своей спальне. Когда он пошел проверить, что же за дверью, то ничего там не обнаружил. Вернувшись в спальню, молодой человек обнаруживает,
что кукла Шут поменяла свое расположение и устремила взгляд прямо на него. Вскоре после публикации этого видео Джейкоб просто исчез из сети почти на 7 месяцев. Когда он вернулся, то рассказал, что занимался восстановлением и ремонтом в доме и перевез куклу Шута в отдельную комнату. А за 7 месяцев ничего подозрительного не происходило. Но однажды ночью Джейкоб снова просыпается от странного звука. Он встает, чтобы разобраться, но не находит ничего необычного. Вскоре он слышит громкие шаги, будто кто-то идет прямо за ним. Потом дверь в кукольную комнату медленно открывается, и когда он оборачивается, кукла, кажется, смотрит прямо на него. Джейкоб был напуган и решил оставить эту куклу в подвале и установить камеру видеонаблюдения, чтобы следить за происходящим. Всего через несколько дней после того, как он положил куклу Шута в подвал, начинают происходить жуткие события. Вокруг этой куклы можно увидеть странные тени. Но это еще далеко не все, что зафиксировала камера. Посмотрим дальше. Рука куклы движется сама по себе, как раз перед тем, как лампочка в подвале взрывается. Несмотря ни на что, Джейкоб продолжает съемки, но кажется, что кукла этого не хочет. На последнем видео от Джейкоба камера переворачивается и падает без объяснения причин. Автор видео считает, что он, возможно, унаследовал дом с привидениями, и теперь он не хочет, чтобы кукла была рядом с ним, и будет продолжать держать ее в подвале. А что бы вы сделали с этой куклой? Осмелились бы оставить ее в доме? Детская комната.
Следующее видео выложили в Facebook несколько лет назад. Как утверждается, в доме происходили странные вещи. Предметы двигались сами по себе, и громкие хлопки будили семью ночью. Поэтому отец семейства решил установить камеры видеонаблюдения в своем доме, в попытке найти ответ. Однажды днем можно увидеть, как его дочь играет со своими куклами, когда камера снимает что-то довольно жуткое. Попавшая на камеру видеонаблюдения кукла в углу комнаты медленно двигает головой. Конечно, девочка этого не замечает и продолжает играть. Это было не единственное видео, в котором произошло что-то паранормальное. В следующем ролике, снятом 4 дня спустя, можно увидеть, как девочка делала домашнее задание, когда камера запечатлела это. Давайте посмотрим. Два листка бумаги летят прямо к девочке. Она замечает это и убегает. Спустя некоторое время ребенок возвращается, чтобы посмотреть, что там происходит. Но нечто паранормальное продолжает активно шевелить листами бумаги, пугая ее. Кроме того, после того, как девочка убежала, в комнате начало перемещаться и падать все, что находилось на столе. А затем и вовсе мы можем увидеть, как стол двигается. Это жуткое видео стало вирусным, набрав миллионы просмотров. Некоторые новостные порталы писали, что в этом доме обитает полтергейст, и его нужно покинуть как можно скорее. Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. История игрушек. На следующем видео дети, кажется, просто хотели показать фокусы и заснять их на камеру. Автор, который загрузил это видео, утверждает, что кукла была замечена уже после просмотра видео. Когда дети развлекаются, мы видим, что за их спиной медленно поднимается кукла, которая просто лежала на спине. Автор отмечает, что это не какая-то старая антикварная кукла, за которой стоит длинная страшная история, а простая кукла из истории игрушек. Как вы думаете, могло ли в нее что-то вселиться? Или это чья-то шутка? Просто игра. Следующее видео было опубликовано женщиной по имени Лори Гаунс, которая утверждает, что на видео, снятом несколько лет назад, было запечатлено что-то очень странное. Девочка в этом ролике – дочь двоюродного брата Лори, которой около 10 лет. По словам Лори, девочка просто хотела снять, как играет, когда произошло что-то довольно жуткое. Hola Loristas, hoy estamos en un nuevo video para mi canal y hoy voy a estar mostrando
las cositas, tenedores y todas las cositas de cocina que tengo para jugar. Видео начинается с того, что маленькая девочка играет со своими игрушками, устраивает шоу и рассказывает о кухонном наборе, который ей недавно подарили. Давайте посмотрим. Bueno, empecemos. Primero tengo este cuchillo, sí, muy lindo. Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. ¿Sí? Pues tengo esto, cuchara, una cuchilla filosa. Ahora tengo dos tenedores así, uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio, o no sé si lo mostré al principio, y este tenedor amarillo. Pues tener, se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Pues las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo. ¿Sí? Сначала, когда кукла немного пошевелилась и около нее упал стаканчик, девочка не придала этому значения. Но заметив, что рука куклы поднимается сама по себе, девочка оборачивается и начинает паниковать. Лори рассказала, что несмотря на то, что прошло уже несколько лет, нечто продолжает преследовать эту девочку по сей день. Многие зрители, которые видели этот ролик, понятия не имеют, как эта кукла могла двигаться сама по себе. 24 часа. Это видео со старинной куклой, которой более 100 лет. Владельцы этой куклы жаловались, что когда они выходили из комнаты, а затем возвращались, то находили ее в другом положении. В качестве эксперимента они установили камеру видеонаблюдения и снимали куклу в течение 24 часов. Посмотрите. Видео очень темное, но тем не менее, мы можем увидеть движение рук куклы. Если мы посмотрим кадры, снятые камерой днем, то также увидим движение этой куклы. Стоит отметить, что эти шевеления не секундные, а происходят они часами, тем самым пугая своих владельцев. Мистер Фриц. Наше следующее видео связано с довольно известной куклой. Для тех, кто возможно не знает, это одна из самых печально известных кукол чревовещателей в мире. Куклу по прозвищу Мистер Фриц сделали заключенные фашистского концлагеря для военнопленных, а после войны она попала в США и много лет пролежала на полке антикварного магазина в Калифорнии. К тому моменту, как ее приобрел британец Майкл Даймонд, от куклы осталась лишь голова, ее тело пришло в полную негодность. В сентябре 2019 года Даймонд заметил, что дверца ящика, где стоит голова куклы, открыта. Он закрыл ее, но на следующее утро дверца снова была открыта. Как утверждает автор, в этой комнате нет сквозняка и открывающихся окон, а дверца, хотя и не закрыта на замок, прикрывается довольно плотно на защелку. Поэтому Даймонд решил поставить напротив куклы камеру видеонаблюдения, которая засняла жуткий момент.
У головы куклы сами по себе шире открылись глаза, после чего дверь ящика распахнулась, а спустя некоторое время кукла прикрыла глаза, задергала ртом, словно пытаясь что-то сказать. Как говорит автор, такой же момент был заснят на камеру и на следующий день. Сам владелец Diamond никуда жуткую куклу убирать не хочет. При этом он говорит, что не нашел никаких логических ответов на то, что произошло с куклой. Однако, на всякий случай, он закрыл ящик с головой куклы на хороший замок. Ну и естественно, после этого дверца больше не открывалась. Музей с привидениями. В следующем видео любители паранормального сняли на видео куклу, которую называют самой жуткой куклой в Британии. Мужчина по имени Крейг и его команда занимаются не только охотой за паранормальной активностью. У них даже есть свой собственный музей с привидениями. У этой куклы интересная история. Одна дама из Стаффорда подарила ее этой команде, так как чувствовала себя некомфортно с этой куклой. Ей мерещилось чужое присутствие. Любители паранормального, снимающие на видео куклу, застали ее в момент, когда она раскачивается на кресле качалки в том самом музее. Давайте посмотрим. Мы видим, как кукла начинает быстро раскачиваться, без каких-либо признаков присутствия посторонних людей. Было ли это реальной паранормальной активностью, или охотники за привидениями намеренно сделали постановку? Решать только вам. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Обязательно туда подпишитесь, там реально очень интересно. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! My style is ridiculous. Give me love, yes, yes. Give me love, give me love, yes, yes. Give me love,